Что такое апитерапия? Введение в целебные свойства продуктов пчеловодства. Среди бескрайних полей, укутанных теплым солнцем летнего дня, крошечные труженицы ведут свою непрерывную борьбу за выживание. Всего лишь несколько миллиметров в длину, они способны подарить человечеству уникальное средство исцеления. История началась много веков назад, когда древние люди заметили необычные свойства пчелиных продуктов. С тех пор апитерапия, лечение продуктами пчеловодства, стала частью народной медицины и постепенно завоевала признание современной науки. Мы начинаем наше путешествие в мир апитерапии с главного героя этой истории – меда. Этот янтарный нектар обладает удивительными целебными свойствами. Ученые установили, что мед содержит более 300 различных веществ, включая витамины, минералы и антиоксиданты. Его противомикробные свойства известны с давних времен. Египетские жрецы использовали его для лечения ран, а греческие врачи применяли как универсальное лекарство от множества недугов. Современные исследования подтвердили эффективность меда в борьбе с инфекциями и воспалениями. Например, мед манука из Новой Зеландии считается одним из самых мощных природных антисептиков благодаря высокому содержанию метилгидроксибензоата. Однако мед – это только вершина айсберга в мире апитерапии. Пчелиная перга представляет собой еще один ценный продукт, который часто недооценивают. Это смесь пыльцы, нектара и ферментов, которые пчелы собирают с цветов. Перга богата белками, аминокислотами и витаминами группы В, делая ее идеальным природным стимулятором иммунной системы. Исследования показывают, что регулярное употребление перги может повысить энергетический уровень организма и улучшить общее самочувствие. Профессиональные спортсмены уже давно используют этот продукт для повышения выносливости и ускорения восстановления после нагрузок. Но самое интересное начинается, когда мы заглядываем в темную сторону улья, где скрывается настоящий кладезь здоровья – прополис. Этот смолистый материал, который пчелы используют для защиты своего дома, обладает мощными противомикробными, противогрибковыми и противовирусными свойствами. История знает случай, когда во время эпидемии гриппа в одном из российских городов местные врачи применили прополисовые спреи для профилактики заболевания. Результат превзошел все ожидания. Заболеваемость среди населения снизилась почти на 90%. А теперь представьте себе ситуацию. Человек попал в аварию и получил серьезные ожоги. Традиционные методы лечения оказываются малоэффективными, а риск инфекции остается высоким. Именно здесь на помощь приходит маточное молочко – уникальный продукт, вырабатываемый пчелами специально для питания расплодов. Оно содержит редкие белковые сочетания и гормоны, которые способствуют быстрому заживлению тканей и восстановлению кожи. В одной из клиник Южной Кореи врачи успешно применяли маточное молочко для лечения пациентов с хроническими язвами и плохо заживающими ранами. Но будьте осторожны. Не все так просто в мире апитерапии. Как и любое другое лечение, она требует осторожности и знаний. Одним из самых распространенных заблуждений является использование меда для детей до года. Это может привести к развитию ботулизма, крайне опасного состояния, вызванного специфическими бактериями, содержащимися в продукте. Также важно помнить, что не все люди одинаково реагируют на пчелиные продукты. Аллергические реакции встречаются достаточно часто и могут проявляться в виде кожных высыпаний, отеков или даже анафилактического шока. История успеха одного из наших читателей наглядно демонстрирует возможности апитерапии. Анна Петровна, пенсионерка из Подмосковья, страдала хроническим бронхитом многие годы. После консультации с врачом она стала принимать курс из меда, перги и маточного молочка под строгим контролем специалиста. Через 6 месяцев регулярного применения ее состояние значительно улучшилось. Исчезли постоянные простуды, усилился иммунитет, а качество жизни в целом стало лучше. Однако существует одна важная деталь, которую нельзя игнорировать. Качество используемых продуктов имеет решающее значение. В условиях современного рынка легко запутаться в множестве предложений от производителей. Чтобы не ошибиться с выбором, следуйте нескольким простым правилам. Во-первых, покупайте продукцию только у проверенных пчеловодов, которые могут предоставить документы о качестве. Во-вторых, обращайте внимание на условия хранения. Мед должен быть в закрытой емкости, защищенной от света и влаги. В-третьих, не поддавайтесь на слишком низкие цены, качественные пчелиные продукты никогда не будут стоить дешево.
Давайте углубимся немного глубже в механизмы действия этих удивительных веществ. Когда вы принимаете мед внутрь, он начинает взаимодействовать с вашим организмом уже в полости рта. Антибактериальные компоненты сразу же начинают борьбу с патогенными микроорганизмами. Далее, попадая в желудочно-кишечный тракт, мед помогает нормализовать микрофлору и улучшить пищеварение. Особенно интересен механизм действия прополиса. При попадании на слизистые оболочки он создает защитную пленку, которая препятствует проникновению инфекций. Теперь представьте, что вы хотите начать применять апитерапию на практике. Где начать? Первый шаг – определите свои конкретные цели. Хотите укрепить иммунитет? Проблемы с кожей? Либо, возможно, страдаете от хронической усталости? Каждый случай требует индивидуального подхода. Например, если вы хотите улучшить состояние кожи, можно использовать маски на основе меда и прополиса. Для усиления иммунитета рекомендуется комбинированное применение перги и маточного молочка. Но вот где начинается настоящий вызов – правильно рассчитать дозировку и длительность курса. Переусердствовать с пчелиными продуктами так же опасно, как и недостаточно их принимать. Здесь снова важна консультация со специалистом. На практике существуют различные схемы применения. От коротких курсов продолжительностью 2 недели до длительных программ на 3 месяца с периодами отдыха. Интересный факт. Ученые обнаружили, что эффект от применения пчелиных продуктов может усиливаться при сочетании с другими натуральными средствами. Например, добавление экстрактов трав, таких как ромашка или календула, в маске с медом значительно повышает их действие на кожу. А совместное применение прополиса с маслом чайного дерева дает потрясающий результат в борьбе с инфекциями. Однако не все так радужно в мире апитерапии. Существуют определенные ограничения и противопоказания, о которых необходимо знать. Люди с сахарным диабетом должны быть особенно осторожны с медом из-за его высокого содержания сахара. Также важно помнить, что некоторые препараты могут взаимодействовать с пчелиными продуктами, изменяя их действие. Поэтому всегда информируйте вашего врача о всех принимаемых вами средствах. Возвращаясь к нашему рассказу о маленьких труженицах, надо отметить одну удивительную особенность. Каждая пчела за свою жизнь производит всего лишь 1/10 долю чайной ложки меда. Это напоминает нам о ценности каждого собранного продукта и необходимости относиться к нему с особым вниманием и благодарностью. Продолжая наше исследование удивительного мира апитерапии, важно обратить внимание на еще один уникальный продукт – пчелиный яд. Этот прозрачный жидкостный секрет, вырабатываемый жалом пчел, содержит множество биологически активных веществ, включая мелитин, апамин и гистамин. На первый взгляд может показаться странным использование такого опасного вещества в медицине, но именно его свойства оказались ключевыми для лечения множества заболеваний. История применения пчелиного яда насчитывает тысячи лет. В Древнем Китае врачи использовали методы апитоксинотерапии для лечения ревматизма и артритов. Современные исследования подтвердили эффективность этого подхода. Регулярные процедуры с применением пчелиного яда помогают уменьшить воспаление, улучшить кровообращение и стимулировать регенерацию тканей. Особенно интересен случай из практики одной из немецких клиник, где пациента с тяжелой формой рассеянного склероза удалось вывести из состояния глубокой ремиссии именно благодаря курсу апитоксинотерапии. Однако здесь нужно сделать важное замечание: работа с пчелиным ядом требует особой осторожности и профессионализма. Самостоятельное применение может привести к серьезным последствиям, включая анафилактический шок. Процедуры должны проводиться только специалистами, имеющими соответствующую подготовку и лицензию. Например, в России существует целое направление – апитерапевтическая школа, которая готовит врачей для работы с пчелиными продуктами. Переходим к другой стороне апитерапии – ее психологическому воздействию. Многие недооценивают важность эмоционального состояния при лечении. Пчелиные продукты обладают не только физическим, но и психотерапевтическим эффектом. Аромат свежего меда, звук работающего улья способны создавать особую атмосферу спокойствия и гармонии. Исследования показывают, что люди, регулярно контактирующие с пчелами, реже страдают от стрессовых состояний и депрессий. Интересный пример. Одна из крупнейших корпораций Японии внедрила программу живого отдыха для своих сотрудников. Они организовали пасеки прямо на крышах офисных зданий, где работники могли проводить перерывы,
наблюдая за жизнью пчел и собирая небольшие партии меда. Результат превзошел все ожидания. Производительность труда увеличилась на 25%, а количество больничных листов сократилось почти наполовину. Говоря о практических рекомендациях, нельзя не упомянуть важность правильного хранения пчелиных продуктов. Многие считают, что мед является вечным продуктом, однако это заблуждение. При неправильном хранении он может терять свои полезные свойства или даже портиться. Оптимальные условия – температура около 10 градусов Цельсия и относительная влажность воздуха не более 60%. Прополис следует хранить в темной емкости, защищенной от света, при комнатной температуре. Теперь представьте себе такую ситуацию. Вы решили начать собственную пасеку для производства качественных продуктов. Это может показаться сложной задачей, но на самом деле, следуя определенным правилам, можно добиться отличных результатов. Первый шаг – выбор подходящего места для установки ульев. Желательно находиться подальше от источников загрязнения, таких как автомобильные трассы или промышленные предприятия. Второй момент – правильно подобрать породу пчел. Например, карпатские пчелы известны своей миролюбивостью и высокой продуктивностью, тогда как кавказские пчелы отличаются длительным периодом сбора нектара. Важно помнить о сезонности производства пчелиных продуктов. Летом, во время основного периода цветения, вы сможете собирать наибольшее количество меда и перги. Осенью начинается активное выделение прополиса, а зимой пчелы интенсивно вырабатывают маточное молочко для питания расплодов. Умение правильно планировать работу с учетом этих особенностей позволит вам получить максимальную выгоду от своей пасеки. Существует множество рецептов и методик применения пчелиных продуктов. Например, классический рецепт маски для лица включает смесь меда, йогурта и оливкового масла. Такая процедура поможет увлажнить кожу и устранить мелкие морщинки. Для повышения иммунитета можно использовать смесь меда с прополисом. 1 чайную ложку такой смеси перед едой в течение 2 недель даст заметный результат. Особенно интересен опыт использования апитерапии в спортивной медицине. Многие профессиональные команды имеют своих специалистов по пчелиным продуктам. Например, одна из футбольных команд Испании разработала специальную программу восстановления после травм, основанную на применении комплекса из меда, маточного молочка и перги. Результаты были столь впечатляющими, что аналогичные программы начали внедряться и в других командах. Завершая наш рассказ об апитерапии, хочется подчеркнуть ее огромный потенциал для современной медицины. Однако важно помнить, что успех зависит не только от качества используемых продуктов, но и от правильного подхода к их применению. Не бойтесь экспериментировать и пробовать новые методики, но делайте это осознанно и под контролем специалистов. Ваше здоровье – это самое ценное, что у вас есть, и апитерапия может стать вашим надежным помощником на пути к его сохранению и укреплению. Будьте внимательны к себе и окружающему миру, открывайте новые горизонты и помните, природа всегда знает лучше. Благодарю вас за просмотр. Напоминаю, что данное видео имеет только информационный характер. Для лечения необходимо обратиться к врачу. Если вы еще не подписаны, то сейчас самое время подписаться и включить колокольчик. Поделитесь этим видео в социальных сетях. Будьте здоровы и заходите ко мне на канал, чтобы не пропустить новые видео.